Доброго времени суток, друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дивный творческий мир. И сегодня показываю два способа очень простых изготовления холодного фарфора. Первый способ – это тот самый первый рецепт, который я когда-то попробовала. Это был мой первый холодный фарфор, потому что он самый простой, элементарный. Всего лишь из 3 ингредиентов первый раз я его делала. 1 часть соды, 1 часть крахмала и 1 часть воды. Именно так я и делала. Все высыпаем на сковороду, смешиваем с водой. Я уже включила сковороду, у меня даже сейчас вот водичку буду выливать, уже все будет шкварчать, но это не страшно. Лучше, конечно, на холодную, просто у меня слегка прогрелась. А потом уже чуть позже я стала в эту массу, в этот холодный фарфор добавлять в воду ложечку клея ПВА. И масса стала гораздо лучше. И вымешивала я. Именно смазывала руки глицерином, очень так хорошо, не жалела. И получается хорошая масса. Она не тянется, абсолютно не тянется, но она очень хорошо лепится. Итак, вот смешали 1 часть соды, 1 часть крахмала и 1 часть воды. Я сейчас вливаю с ложкой клея ПВА. И теперь лопаткой все это хорошенько вымешиваем. Появятся комочки постепенно, ничего страшного, все смешиваем. И постепенно все это превратится в однородную липкую массу. И тогда мы ее выкладываем на стол и замешиваем. Сейчас я в основном пользуюсь вторым рецептом, который я сегодня также буду показывать. Но вот этот рецепт меня просили рассказать, с чего я начинала, какими рецептами пользовалась и каким пользуюсь сейчас. Вот я вам все подробненько рассказываю. Просто вот данный рецепт, он может выручить в той ситуации, когда, допустим, нет поблизости строительного или хозяйственного магазина, когда вы находитесь там где-то на даче, в глубинке, я не знаю, где угодно. А там всегда есть самый маленький продуктовый магазин, и уж соду и крахмал вы там всегда найдете. Даже клей можно не использовать в этом рецепте. Так что попробуйте, может быть, он вам когда-нибудь пригодится. Очень простой, элементарный рецепт. Он прекрасно подходит для молдов. Чуть позже я покажу, как он ведет себя в процессе работы. Я даже лепила из него розы. Получаются хорошие тонкие лепесточки, листики. Потом попозже я вам покажу. А у меня в процессе вымешивания уже образовался достаточно однородный ком, если его собрать. В принципе, уже можно выкладывать на стол и вымешивать массу. Для начала я вымешиваю просто сухими руками, а затем уже буду добавлять глицерин, когда масса слегка остынет. Лучше сначала вымешивать в перчатках, потому что она достаточно горячая. Глицерина я добавляю примерно чайную ложечку, наливаю на руки и замешиваю, как обычное тесто. Затем кладу в пакет и убираю ее в пластиковый контейнер, но в холодильник я не ставлю. Она у меня хранится при комнатной температуре. Использовать ее можно примерно в течение 2 недель. Итак, приступаем ко второй массе. Изделия из нее получаются очень прочные, они фактически не бьются, сама масса достаточно эластичная, тянется буквально как жевательная резинка. Работать с ней одно удовольствие, поэтому этот рецепт всем советую. Кладем 2 полные столовые ложки крахмала и добавляем туда 2 столовые ложки ПВА. У меня ПВА с маркировкой М. Подойдет также М1. Можно попробовать какие-то варианты с маркировкой Д. Экспериментируйте, потому что клей разный, разных производителей, он тоже отличается по качеству. Уже подбирайте сами, какой подойдет вам. Также добавляем в эту смесь 2 чайные ложки подсолнечного масла и 1 чайную ложку глицерина. Изначально в этом рецепте, когда я его увидела на просторах интернета, был указан лимонный сок. Но я как-то не добавляю лимонный сок. Было написано, что можно добавлять также лимонную кислоту или заменить уксусом. Но уксус проще всего. Поэтому я добавляю чайную ложку не лимонного сока, а уксуса. И теперь все это замешиваем и выкладываем вот эту массу на стол, пока она еще у нас не вымешана, пока она вот такая липкая. И теперь присыпаем все это крахмалом и начинаем замешивать, как обычное тесто, до консистенции достаточно густой, но не слишком. В процессе вымешивания она должна перестать липнуть и постепенно станет мягкой и эластичной.
После того, как консистенция меня устраивает и масса уже фактически готова, я еще раз обычно смазываю руки маслом. Можно также использовать крем, кому как удобнее. И еще раз хорошенько замешиваем. Поверьте, использование масла, вот этих жиров, оно добавляет также мягкости и эластичности массы. Она перестает липнуть к рукам и становится очень удобной в обращении. Эта масса также хранится без холодильника. Я кладу ее в полиэтиленовый пакет, затем в пластиковый контейнер и храню просто при комнатной температуре. А теперь немного покажу, как ведут себя эти рецепты в работе. Итак, сначала будем использовать холодный фарфор на основе соды. Именно его я сейчас взяла. И начинаем пробовать. Я молды присыпаю крахмалом. И вот пробуем сделать листочки. И как вы видите, получается прекрасно, фактура вся сохраняется, все четко видно, может быть камера это не передает, но поверьте, получается просто замечательно. Вот эти молды абсолютно не глубокие, листики тонкие, то есть глубокие делать проще, это понятно. И вот в тоненьких получается замечательно, вот такие листочки. Я пробовала делать и снежинки, сейчас мы с вами тоже ее сделаем. Снежинки совсем тонкие, изящные. Глубина этого молда примерно пару миллиметров, и получается тоже замечательно тоненькие красивые фактурные снежинки. Масса лепится отлично, фактически не пристает к рукам. Единственный ее минус, конечно, это большой минус, но с другой стороны вот такие изделия делаются из нее тоже прекрасно. Она не тянется, она не эластичная. И она, в принципе, боится влаги. Если вы положите в стакан с водой, то она размокнет постепенно. А вот эта масса, она после высыхания не боится влаги. Естественно, в любом случае все изделия из холодного фарфора надо покрывать, конечно же, лаком. Я считаю, в любом случае надо. Но вот эта масса гораздо прочнее, эластичнее, тянется буквально во все стороны. И также из нее все прекрасно лепится. Вот я пробую делать листочки, цветочки. И все прекрасно получается. Ну и напоследок покажу, как из этой массы получаются лепесточки розы. И как вы видите, замечательно, тонкий, изящный, прекрасно гнется. То есть работать с ней одно удовольствие. Это масса номер 2, холодный фарфор. А из содового холодного фарфора лепесточки тоже получаются прекрасно. Я лепила из него розы неоднократно. И замечательно все получается. И потом можно окрашивать любыми красками, какие у вас есть. Она прекрасно красится. И одна и вторая масса единственная. Потом, конечно, не забывайте покрывать изделия лаком. Это обязательное условие. И тогда они будут храниться долго и благополучно. Вот эта масса из соды, она получается даже слегка прозрачная. Вы знаете, она так на свету светится. Очень интересно. И вот вы видите лепесточки из нее. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, я обязательно на них отвечу. Ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А сейчас я с вами прощаюсь. До новых встреч и всего вам самого доброго. Пока-пока!